Уезжаем с горы Фудзияма. Погода поменялась очень резко. Было плюс 60 по Фаренгейту, или 67 даже. А стало плюс 40, 39-41. То есть очень резко поменялась погода. И очень холодно стало. И гору затянуло тучами, теперь ее вообще не видно. Вот сейчас покажу на другой стороне. Там вот гора, там должна была быть гора. Сейчас одни тучи, я очень рада, что мы приехали на день раньше. Потому что мы успели и погулять, и пофотографироваться, а потом резко начался дождь, и все. Ни горы, ни чего. Вот. Потом покажу, короче, не видно, сейчас проезжаем другие места. Yeah, I held the 2003 Grand Trophy for when Peter Solberg won with a Subaru WRX, and then I sat in the 22B, Вот опять оглядовая экскурсия, как я ее называю. rally car and Prezes. Листочки сначала зеленые, потом ярко-красные, потом они желтеют и опадают. Ну, очень красиво. So like 300. And that was crazy. Yeah, just, I'm a massive Вот Subaru. это вот ихняя школа. Yeah. So just on the outskirts, but it was all about their rally. So I arrived on Friday, Saturday, Sunday, and then left on. Yeah. Oh yeah, here we go. So yeah, just all the old rally cars, and I get to sit beside it. It's crazy. And yeah. Oh man, yeah. And then just kind of, I got some of those capsules, which was really cool. Yeah. They love their capsules. Oh no, that was great. That was definitely a highlight of something like that. Yeah. Oh yeah. So how long were you in Tokyo? Мы отсюда едем в город Омихачиман. Там мы сняли себе домик. И опять мы не будем в гостинице, а будем в домике. Будем как это, жить как местные. Единственное, что надо готовить, но ничего страшного. Мы сходили в магазин, тут очень все дешево. По сравнению с калифорнийскими ценами, так вообще шара. Вот, и все очень свежее, вкусное, не гормональное. То есть вообще мы наслаждаемся очень сильно. А вон это американские горки, как мы их называем. А в Америке их называют русские горки. Эти роллокостер. Опять встали рано, чтобы ехать. В домике, в котором мы жили, это называется глампинг. Глампинг — это такое название, когда глам от слова гламур, а эмпинг от слова кемпинг. Гламурный кемпинг. Кемпинг — это как, вот как палаточный городок типа. Гламурный отдых в палаточном городке. Это значит домик, который ничего с палаточным городком не имеет, но он в лесу, как бы дачи. Так что мы делали глэмпинг. Куда-то мы едем, наверное, еще кого-то забирать, не знаю. Вот. Там автобус, в котором вроде остались, но немного, наверное, еще кого-то точно подцепляем. Природа тут, конечно, очень красивая. И
люди приезжают наслаждаться. Вот так. They're quite unique, but very similar. Единственное, что все чисто. Я обратила внимание, Токио столько людей, и у всех чистая обувь. У всех. У них настолько на улицах чисто нет пыли, что даже обувь, когда вот дождь, там слякоть, все такое, ни у кого ничего не пачкается. Вот, я помню, мы в Риме ходили, боже. Я прошлась, у меня ноги по колено были черные от того, что там вот летало. А здесь, не знаю, такое впечатление, что языками это все вылизывают. Вот. Такие вот локеры. Тут можно оставлять свой багаж, да, копеечку вложил, и там в зависимости от размера его стоимость определяется, и пошел себе дальше, погулял, не знаю, по туризму. Потом пришел, забрал багаж, и все, нормально. Вот такие вот тут достопримечательности. Ладно, сейчас еще потом покажу. Едем дальше по дороге к станции скоростного поезда. Потом на скоростном поезде поедем, Шинкансен он называется. И вот так вот по лесочкам, по горбочкам. Там вот горы какие-то виднеются, но опять же они все затянуты тучами, больше не виднеются. Березы. Да. Березовая роща тут в кустах спряталась. Прям чернобыльский лес какой-то. Единственное, что даже лес у них ухожен. Деревья рассажены с расстоянием в 2 шага. То есть они, наверное, как-то прореживают или что они делают с ним. Ямана Како. Даже он скоростная дорога, тоже у них чистая, ничего не валяется, ничего не это, нет никакой грязи. Как они так все? Может, конечно, дождями все смывает, я не знаю, но не может быть, люди просто другие. Никто ничего не бросает. Даже вывеска в туалете: забирайте свою грязь с собой. Туалетную бумагу использовали, смыли, и все остальное домой все несите. И все несут. Никто ничего не выбрасывает. Кроме туристов, конечно. Туристы, это, конечно, немножко испортят. Да. Чарли говорит, День Благодарения в этот четверг. Я говорю, да. Так что праздник большой в Америке. А у нас свой День Благодарения. Голубые ели. Да, деревья высажены прям рядами такими. Даже в лесу деревья рядами правильными растут. То есть лес искусственный явно. So we recently abolished that, which has been great. So now we've got so many different types of craft breweries popping up. Are you allowed to home brew? You can make your own beer? Yeah.
Yeah, yeah, perfect. So we can do that. I know it's not really no. So I was talking to the guy at the microbrew, and he said, I heard you make my own beer. And I'm like, oh, why don't you do it? And he В said, автобусе разговариваем, только вот я разговариваю. that's crazy. Yeah, apparently. Одна китайская тетка тоже разговаривает. И вот передо мной сидят американцы. Все остальные молчат. Они тишину соблюдают. Сразу видно, культура разная. No one will. Вчера ситуация произошла. Я пришла в горячие бани эти ихние, японские. И там, когда при входе, надо разуваться, оставлять свои тапочки. Тапочки выдавали из гостиниц, такие резиновые, голубые, то есть там много таких было. Ну, я захожу, какая-то девочка заходит со своим папой. Папа пошел в одну сторону, девочка в другую. Оставили все тапочки. Ну, когда зашли в эти бани, там так громко было вообще аж не по себе, потому что там группа китайских женщин решила покупаться. Вот. Ну, мы не очень насладились этим. Ну, помылись, все нормально, выходим. Тут этот папа стоит, девочку ждет в тапках, и одни тапки только остались мне и девочке. Я говорю, это мои. Он говорит, нет, это ее. Я говорю, что ж делать? Говорит, ох, это, наверное, группа этих китаек забрали наши тапки. Так он мне дал девочке, ну, как они там все одинаковые, эти тапки. Так он мне дал, говорит, я схожу, ей другие возьму. Вот, и он так ругался на этих китайцев. Говорит, понаезжали тут, им вот это Мао Цзэдун дал вот возможности такие. Так они тут все разгромили, говорит. То есть не нравится японцам китайские туристы совершенно. Они их вообще не любят. И прям вот явно высказывают это все. Потому что они воспитанные, лезут везде. Ну, грязные они такие. Говорит, один дядька там со своими ботинками залез, стал, говорит, там написано 10 вывесок уже повесили, что снимайте тапки, а он все равно залез. То есть дядя был раздосадован. Я тоже говорю, слава богу, что хороший дядя попался. Не пришлось босиком домой пилить. Вот. Так что вот такие тут ситуации случаются. А сейчас мы едем тоже. Явно китайские туристы хотят ну, за покупками ехать. Они в самые дешевые автобусы лезут. И тут специально для этого выделены японские переводчики на китайский, чтобы объяснить им, что этот автобус не едет за покупками. Вот. Так что вот так вот. Это мы к другому озеру приехали. Тоже вон все затянуто. Тучами вообще непонятно, где гора Фуджи. То есть отсюда ее тоже должно быть видно. А ее совсем вообще не видно. Сейчас Чарли посмотрит по это, где должна быть гора. Потому что вообще туман такой. Ага. А вот там вот гора Фуджи должна быть. Не видно вообще. Как нам повезло. Это озеро Яманака. Яманака? Right now, finance is pretty good. My roommate is an In my electrics work engineer. in So I was Seoul, hoping it to was do- Yoshiko Yamanaka. Yeah. She was a very obviously sweet lady. try and make something Japanese? Ага. decent in the market. Whether it be like У меня на работе была тоже женщина Яманака. У нее сын был компьютерный игрок, очень сильный. Она очень за него переживала все время. Вот. Очень хорошая женщина. Я помню, она мне даже чай подарила японский. Вот. こちらの方で乗車換算が終わりましたので、三島駅目指していきますので、よろしくお願いします。 oh, like definitely.
такой японский тур вам всем. It reminds me of that. I can see that. Yeah. In the like I'm trying to commercial think, sense, like, yeah. feels like I have the Как-то так. hall thing or something like that. Yeah. And it reminds me more of like an expedition or like Yep. Territory. I think that might be the same thing, just different. okay. Yeah. No, definitely. I mean, if you only fit a small ATV. Вывески в автобусе, Yeah. что нельзя курить и надо пристегиваться. Самое интересное, тут одна японская компания сделала такое вот нововведение. Они дают 6 дополнительных отпускных дней людям, которые не курят. Потому что, говорят, люди, которые курят, они выходят и берут себе много перерывов. А те, кто не курит, они должны за них отрабатывать. Потому что те пока курят, кому-то же работать надо. Вот, так поэтому те, кто не курят, они получат теперь 6 оплачиваемых отпускных. И говорят, что 4 человека уже бросило курить, чтобы за отпуск. Вот. Дополнительные оплачиваемые, потому что в Японии очень мало отпусков дают, только 1 неделю в году. А когда вот 2 недели, это уже шикарно, типа. Вот. И, короче говоря, получилось так, что некоторым пришлось бросить курить, а некоторые пострадали. И компания это и в Токио находится. И там 120 человек работает, и, по-моему, 60 из них, или 30 из них, не 60, 30 из них были поощрены вот такими вот дополнительными отпускными. Наверное, в следующем году скажут, что никто там больше не курит в этой компании. Вот, не знаю. Вот. Ладно, дальше поехали. Потом еще покажу какой-то елочки или что-нибудь еще. Дальше.